Здравствуйте! Сегодня будем делать чистую установку Windows 10 на ноутбук без флешек и установочных дисков. Именно чистая установка позволит вашему компу и ноуту работать максимально быстро, насколько позволяет его железо. Видео не маленькое, в описании добавил тайм-коды. Приступаем. На этом компьютере у меня установлен Windows 7. Давайте посмотрим поподробнее. Открываю проводник на компьютере, нажимаю правую клавишу «Свойства». И вот видите, что у меня здесь Windows 7 максимальная. Тип системы 64-разрядная. Тот способ, который мы рассмотрим, подходит для любой операционной системы. Он подойдет для Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10. Чтобы установить Windows, нам нужно скачать образ операционной системы. Я подготовил прямые ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите, в полном описании. Есть ссылка номер 1 на сайт Microsoft, на ISO-образ последней версии Windows 10, ноябрьское обновление 19.09. Однако, если мы нажмем на эту ссылку, то нас переадресовывают на средства для обновления Windows. Таким образом, на момент записи этого видео 18 ноября 2019 года ISO-образ по официальной ссылке недоступен. Прямо отсюда можно скачать этот образ. Я подробно рассказал, как это сделать в предыдущем видео. Ссылку на этот фрагмент вы найдете в описании этого видео. Сегодня мы используем другой способ загрузки ISO-образа Windows. Скачаем его с помощью программы Rufus. Здесь ссылка на Rufus тоже есть, можно просто нажать. Опускаемся чуть ниже до слова «Скачать» и нажимаем вот на эту ссылку Rufus 3.8. У меня здесь сейчас вот именно такая версия 3.8. Возможно, что когда вы будете качать, номер версии изменится, но принципиально это ничего не меняет, поэтому нажимаем на эту ссылку. Загрузка у меня появилась здесь, потому что я использую браузер Google Chrome. Давайте сразу же запустим программу Rufus и начнем закачку образа, потому что это займет максимальное время. Сворачиваю это окно, открываю папку загрузки. Вот файл Rufus, который я скачал, запускаю его двойным кликом. Здесь нажимаю «Да». Здесь обязательно нажимаем кнопочку «Да», разрешаем Rufus проверять обновления. Приложение Rufus открылось. Я закрою вот эту папку. В этом видео мы будем использовать не основную функцию Rufus, запись образов на флешку, а возможность скачать Windows. Чтобы скачать Windows через Rufus, нужно нажать вот на эту стрелочку. Не на кнопку «Выбрать», а на стрелочку справа. Нажимаю на нее. И здесь у нас есть вот такая кнопочка «Дополнительное скачать». Просто ставлю вот здесь галочку, то есть кликаю по ней. Теперь кнопка стала называться не «Выбрать», а «Скачать». Нажимаю на нее. Появилось вот такое окошечко «Загрузить ISO-образ». Здесь мы оставляем Windows 10. Просто нажимаем «Продолжить». Далее здесь можно нажать на выпадающий список релиз и посмотреть, какие релизы здесь доступны. Вот этот релиз 19H2 это обозначение последнего обновления от ноября 2019 года. Его мы и оставляем. Предыдущие два релиза это майские пакеты обновления. Я оставляю тот, который был по умолчанию, нажимаю «Продолжить». Я буду устанавливать Windows 10 Pro, поэтому оставляю здесь также выбор по умолчанию, нажимаю «Продолжить». В этом окне можно изменить язык, но думаю, что вы тоже оставите здесь русский. Просто нажимаем снова «Продолжить». Ну и осталось выбрать архитектуру, то есть разрядность системы. Здесь есть два варианта: x86, что соответствует 32-разрядной системе, и x64, что соответственно 64-разрядная система. Мы уже с вами убедились, что данный компьютер поддерживает 64-разрядную архитектуру, поэтому оставляем этот вариант. Если вы не уверены, поддерживает ли ваш компьютер архитектуру x64, то в текстовой инструкции к этому видео вы найдете простой способ точно узнать, какую разрядность поддерживает ваше железо. Я рекомендую поставить галочку «Скачать с помощью браузера» и нажимаю на кнопку «Скачать». При этом открывается браузер и начинается загрузка Windows. Как видим, она вот здесь уже появилась. Можно открыть все загрузки. Можно, например, нажать сюда или выбрать
настройки загрузки или нажать комбинацию клавиш Ctrl плюс J. Я просто выберу этот пункт. Как видим, Windows загружается. Здесь мы видим, какая версия Windows загружается, во-первых. Во-вторых, мы можем убедиться, что загрузка происходит именно с сайта Microsoft. То есть вот этот адрес нам говорит об этом. software-download-microsoft.com. Пока загружается Windows, мы еще немножко подготовимся к установке. Скачаем еще пару программ, которые нам понадобятся. Для этого снова переходим в описание видео. И здесь у нас есть ссылка на загрузку программы EasyBCD с официального сайта. Нажимаю на нее. Перед нами открылась официальная страничка EasyBCD. Опускаемся до слов Select the best solution for your needs. Здесь на английском языке страница, но сама программа на русском. Нас интересует вот этот вариант, non-commercial, free, то есть бесплатная. Просто нажимаем вот на эту кнопку «Регистр». Производитель программы NeoSmart предлагает нам зарегистрироваться. Чтобы скачать программу, просто печатаю сюда свое имя и мой адрес email. Я напечатал адрес, нажимаю кнопку «Download». Программа скачана. Чтобы распаковать образ операционной системы, который у нас качается, скачаем архиватор. Снова перехожу в описание. Нам отлично подойдет бесплатный архиватор 7-zip. Просто нажимаю сюда. Опять же здесь скачаю версию x64. Вы качаете тот архиватор, который соответствует вашей системе. Но в принципе вот этот 32-битный, он универсальный, он работает под любым Windows. Я скачаю x64. Архиватор скачался. Мы скачали все, что необходимо. Давайте посмотрим, что там с загрузкой. Пока загружается, сворачиваем это окно, закроем Rufus, он больше не понадобится. Теперь можно установить все программы, которые мы скачали. Заходим для этого в загрузки. Сначала установлю EasyBCD. Здесь нажимаю «Да». Установка программы очень простая. Нажимаю «Next». Здесь соглашаемся с лицензионным соглашением, нажимаю I agree. Здесь ничего не меняем, просто Next, Install. Готова, программа установлена. Пока не будем ее запускать. Снимем эту галочку, нажимаем Finish. Давайте установим архиватор. Архиватор установлен, нажимаю кнопочку Close. Закрываю это окно. Теперь давайте откроем проводник. У меня на этом компьютере один жесткий диск. Здесь есть достаточно свободного места. И чтобы установить Windows без использования флешки и диска, мы с вами создадим на этом диске отдельный раздел. Для того, чтобы сделать это, заходим в управление дисками. В Windows 7 это делается довольно просто. Нажимаю на компьютере правую клавишу мыши и выбираю пункт управления. Я не буду выбирать пункт управления, а покажу универсальный способ открытия консоли управления дисками, который работает в любой операционной системе. Для этого нажимаю комбинацию клавиш Windows плюс R. И в диалоге «Выполнить» пишу вот такую команду. Диск mgmt.msc. Нажимаю Enter. Консоль управления дисками открылась. Вот так вот ее растянем немножко. А здесь, как видите, тоже один диск. У него абсолютно стандартная структура разделов для диска, размеченного в MBR. Здесь есть раздел «Зарезервировано системой». Это раздел загрузчика, а также раздел C, на котором установлен сам Windows. Сейчас мы создадим еще один раздел на этом диске. Чтобы создать раздел на диске, разумеется, нужно, чтобы на этом диске было свободное место. У меня, как видите, места достаточно свободного. А вообще для установки Windows 10 достаточно будет разделов 6-7 гигабайт. Но если у вас есть нужные файлы и папки на диске C, правильно сказать, на разделе C, то вам нужно сохранить эти данные куда-то. Их можно будет сохранить прямо на этот установочный раздел. Поэтому прикиньте заранее, какой объем места вам понадобится, чтобы разместить все свои файлы нужные, да, папки, какие-то документы, видео, фото, которые вы не хотите потерять, и добавьте этот объем к 6 или 7 гигабайтам, которые необходимы для установки Windows. Я создам раздел, скажем, 15 гигабайт. Для этого в консоли управления дисками нажимаю правую клавишу на разделе C и выбираю «Сжать том».
Если пункт «Сжать том» у вас не активен, то у меня есть отдельное видео, как решить этот вопрос. Ссылку вы найдете в описании этого видео. Открылось вот такое окошечко, где мы можем выбрать размер, на который будем сжимать диск C. Как я уже сказал, я сделаю 15 гигабайт. Просто печатаю 15 гигабайт и нажимаю на кнопку «Сжать». Происходит сжатие тома. Итак, том сжат. У меня появилось нераспределенное пространство. Здесь нужно создать простой том. Просто правая клавиша, создать простой том. Далее. Здесь ничего не меняем, просто далее, снова далее. Здесь можно изменить вот эту метку, назвать ее так, как вам захочется. А можно оставить метку «Новый том». В принципе, нам тоже будет понятно при установке, что это тот самый том, который мы создали при установке Windows. Нажимаю «Далее», нажимаю «Готово». Том создан, и сразу же автозапуск его открыл. Закрываю это окошечко. Вот он, новый том. Можно закрывать консоль управления дисками. Теперь нужно дождаться окончания загрузки. Готово, мы скачали образ Windows. Давайте свернем браузер. Открываем папку загрузки. Теперь нам нужно распаковать образ как архив и скопировать на новый том. Давайте откроем новый том в новом окне, чтобы было нагляднее. Я нажимаю правую клавишу на образе, навожу вот сюда на 7-zip, который мы только что установили, и выбираю пункт «Открыть архив». Здесь просто выделяем все файлы. Можно вот так сделать, но, как видите, вот нужно аккуратненько вот так выделить полностью. Или можно просто нажать на комбинацию клавиш Ctrl плюс A, английская. При этом выделяются все файлы в архиве. Навожу на выделенное синее пространство, нажимаю правую клавишу и выбираю «Копировать в», левая клавиша. Также можно нажать на клавишу F5. Просто выбираю «Копировать в». И здесь нужно выбрать то место, куда мы будем копировать. Нажимаю вот сюда. Открываю компьютер. И выбираю новый том. Я выбрал новый том. Нажимаю ОК. Обратите внимание, что копировать нужно именно в корень диска E. Вот он, новый том, диск E. То есть внутри не должно быть никаких папок. Должно быть написано именно так. E, двоеточие, обратный слэш. Нажимаю ОК. Происходит распаковка. Готово. Мы скопировали все необходимые для установки файлы на новый том E. Закрываем это окно. Если на вашем компьютере Windows 8.1 или Windows 10, то можно обойтись без архиватора. Вам достаточно просто нажать на образе правую клавишу мыши, выбрать пункт «Подключить». После этого выделяете все файлы подключенного образа. Правая клавиша «Копировать». Открываете компьютер. Открываете новый том. И вставляете сюда то, что скопировали в буфер обмена. Возвращаемся к нашей установке. Можно закрывать все окна. Теперь последняя операция. Нам нужно добавить созданный нами раздел в загрузчик Windows. Для этого запускаю программу EasyBCD. Здесь нажимаю «Да». Здесь мы можем выбрать язык, на котором будет у нас программа. Нажимаю выпадающий список, выбираю русский, нажимаю Go. Здесь нас предупреждают о том, что эта программа бесплатна для некоммерческого использования. Я думаю, что вы используете эту программу строго на своем домашнем компьютере, а это и есть некоммерческое использование. Нажимаем ОК. Программа EasyBCD открылась, и мы видим текущее меню загрузчика. Мы видим, что здесь всего одна запись. Это Windows 7. Ну и здесь параметры загрузчика.
Как я уже сказал, нам нужно добавить запись в загрузчик. Для этого нажимаем вот эту кнопку «Добавить запись». Мы с вами устанавливаем Windows со съемного или внешнего носителя, то есть нас интересует нижнее окно. И в этом окне нас интересует вот эта вкладка WinPE. Нажимаю на нее. Здесь нужно указать путь к файлу, который будет запускаться. Для этого нажимаю вот на эту кнопку. Здесь нужно открыть новый том, который мы только что создали. Вот он. Выделяю его. В новом томе нас интересует папка Sources. Открываю ее. И здесь нужно выбрать файл, который называется boot.wim. boot.vim. Просто выделяю его и нажимаю «Открыть». Осталось нажать вот на эту кнопочку. Зелененький плюсик. И, как видите, сразу же появилась вот такая надпись. О том, что в загрузчике появилась новая запись. Запомните вот это название NST образ WinPE. Его, в принципе, можно изменить, но это делать совсем не обязательно. Мы просто запомним это название, и очень скоро вы увидите зачем. Давайте проверим, что у нас с текущим меню. Просто нажимаю вот сюда. И, как видите, у нас появилась запись номер 2. Эта запись ведет на диск E и путь к загрузчику, который мы только что прописали. Можно закрывать окно. Здесь нам предлагают скачать средства от EasyBCD. Чтобы отказаться, просто нажимаем Not Now, то есть не сейчас. Мы готовы к установке. Если вы хотите скопировать какие-то файлы, чтобы сохранить их после чистой переустановки системы, то можно сделать это сейчас. Для этого открываем проводник. Откроем новый том в новом окне. Предположим, у меня на диске C лежат нужные файлы вот здесь. Я просто перетаскиваю эту папку сюда. Файлы скопировались. У меня здесь есть еще видео. Нужная папка. Тоже перетаскиваю сюда. И здесь у меня еще есть в изображениях, в документах нужная папка. Вот она. Все нужные файлы, которые у вас есть на компьютере, на разделе C, скопируйте вот сюда, на этот раздел. Постарайтесь сделать так, чтобы все файлы были в папках. То есть отдельные файлы не копируйте в корень этого раздела. И после этого можно переходить к установке Windows. Итак, все готово к установке Windows. Чтобы начать установку, просто включаю перезагрузку. При перезагрузке у нас должно появиться вот такое меню загрузки. Чтобы выключить отсчет таймера, просто нажимаю на клавиатуре клавишу курсора вниз. Если у вас Windows 8.1 или Windows 10, то меню загрузки будет выглядеть вот так. Итак, первый пункт меню — это наш Windows, в котором мы только что работали, а второй пункт NST образ WinPE — не что иное, как наша импровизированная флешка, а точнее загрузочный раздел. Нам нужно загрузиться именно с него. Я уже переместил на него выделение и нажимаю на клавишу Enter. Загружается установщик Windows. Здесь все как обычно. Здесь, как правило, русскоязычные пользователи ничего не меняют, просто нажимаю «Далее», нажимаю «Установить». Здесь у вас может появиться вот такое окно активации Windows. Я обычно активацией занимаюсь уже после установки. И чтобы пропустить это окно, просто нажимаю на вот эту кнопку «У меня нет ключа продукта». Далее у вас должно появиться окно выбора редакции Windows. Если у вас есть ключ продукта для какой-либо редакции, то есть смысл выбрать здесь именно ее. У меня ключ от Windows 10 Pro, и я выбираю именно эту редакцию. Нажимаю Enter. Здесь принимаем условия лицензии, ставим галочку, нажимаем «Далее». Здесь нужно выбрать тип установки. Обновлением мы с вами занимались в предыдущем видео, ссылка на него есть в описании. Сейчас делаем чистую установку системы с удалением системного раздела. Именно чистая установка позволит работать вашему компу максимально быстро. Выбираю нижний вариант. В этом окне мы должны выбрать, где мы хотим установить Windows. У меня здесь 3 раздела, все они расположены на одном физическом диске. Он называется диск 0. Я уже показывал вам эти разделы
в утилите управления дисками. Первый раздел — это раздел загрузчика Windows. Обычно он имеет размер от 100 до 600 мегабайт. Да, именно мегабайт — это совсем небольшой раздел. У него может быть метка зарезервирована системой, но это не обязательно. Раздел 2 у меня тот, на котором установлена операционная система. И третий раздел — это тот самый раздел, который мы отделили от раздела C, скопировали на него установочные файлы и только что загрузили с него. Итак, все нужное у меня вот здесь, на разделе 3, с меткой «Новый том». Все остальные разделы я просто удаляю. Для этого по очереди выделяю первый раздел, нажимаю кнопку «Удалить», здесь подтверждаю, выделяю второй раздел, точнее первый раздел, нажимаю «Удалить», подтверждаю. Теперь у меня остался один раздел, «Новый том», который мы оставляем, и незанятое пространство на диске 0. Мы не будем создавать на этом пространстве никаких разделов. Установочная программа справится с этим не хуже нас. Просто выделяем его еще раз на всякий случай и нажимаю кнопку «Далее». Началась установка Windows. Просто дожидаемся окончания. В программе EasyBCD сделайте все именно так, как показал я. Благодаря этому в процессе установки при первой перезагрузке нам не нужно выбирать какие-то дополнительные пункты в меню загрузки. Далее все как обычно. Сначала выбираем страну. Я оставляю Россию. Нажимаю «Да». Раскладку обычно оставляют русскую, тоже нажимаю «Да». Вторую раскладку при необходимости можно добавить позднее, нажимаю «Пропустить». На этом этапе, если у вас компьютер не подключен к интернету кабелем, то программа предложит подключиться к беспроводной сети. Это можно отложить, нажав вот сюда «У меня нет интернета». Microsoft сразу же вступает в возражение, он говорит о том, что мы не сможем много чего сделать без интернета. Но мы уверенно нажимаем на кнопку «Ссылку» «Продолжить ограниченную установку». Теперь придумываем имя пользователя компьютера. Я ввожу свое имя. И нажимаю «Далее». Пароль можно придумать позднее, нажимаю «Далее». Журнал действий я не использую, поэтому нажимаю «Нет». Вы решаете сами. В следующем окне сегодня принято отключать все вот эти тумблеры, чтобы, как говорится, дядя Сэм не мог следить за нами. Поэтому делаем все как положено. И нажимаем «Принять». Еще немного ожидания. Мы установили Windows, подключаю интернет. После подключения к сети может появиться вот такое окошечко. Нажав на ОК, мы увидим, что нам предложат снова войти в учетную запись Microsoft, настроить пароль и так далее. Можно отложить все это, нажав на кнопку «Пока пропустить». Теперь давайте откроем диалог «Выполнить». Windows плюс R и введем вот такую команду msconfig. Нажимаю на клавишу Enter. В окне настроек системы нажимаем на вкладку «Загрузка». И видим, что у нас здесь просто обычная загрузка Windows диска C. Нажимаю ОК. Давайте еще откроем управление дисками. В Windows 10 это делается еще проще. Правая клавиша управление дисками. Здесь, как видите, тоже все стандартно, как если бы мы установили систему с флешки или диска. Здесь есть раздел загрузчика, он активен. Затем идет системный раздел с установленной Windows и просто основной раздел «Новый том», где лежат нужные файлы. Можно открыть этот раздел. И удалить оттуда все папки и файлы образа Windows.
Чтобы выделить несколько файлов, нажимаю клавишу Ctrl. Я выделил все папки и файлы и нажимаю на клавишу Delete. Нажимаю «Да». Здесь все подтверждаем. В результате у нас чистая установка системы без применения флешек и загрузочных компакт-дисков. Можно доустановить драйвера, которые не установились автоматически. Этому у меня посвящено несколько видео, ссылку найдете в описании. Кнопочка в Rufus, которая предназначена для загрузки образов Windows, в десятке работает, как правило, без проблем. Если у вас Windows 7 и вы запустили Rufus, разрешили ему обновление, как я уже показывал, и не видите здесь стрелки рядом с кнопкой «Выбрать», то, скорее всего, причина в том, что у вас не установлено обновление в Windows 7. Чтобы установить обновление, можно нажать на кнопку «Пуск», напечатать слово «Центр», выбрать центр обновления Windows, проверить и установить обновление. Это займет определенное время, иногда это занимает достаточно много времени. Желательно, чтобы были установлены все обновления. После того, как вы установите все обновления, при этом компьютер будет перезагружен несколько раз, можно посмотреть вот этот список обновлений установленных. Он достаточно длинный, вот такой. То есть, если вы видите что-то подобное, то, скорее всего, после этого кнопочка в Rufus у вас появится. Довольно часто в Windows 7 возникает вот такая ошибка. Если у вас возникла вот такая ошибка при нажатии на кнопку «Скачать» в Rufus, то просто нажимаем на кнопочку «Да». При этом открывается сайт Центра загрузки Windows. Здесь нам нужно скачать вот этот пакет Windows Management Framework 3.0. Просто нажимаем на кнопку «Download». И здесь нужно выбрать правильный файл. В данном случае у меня установлен Windows 7. Операционной системе Windows 7 соответствует вот этот файл обновления Windows 6.1. Далее идет номер обновления и разрядность. Ниже вот здесь есть точно такой же файл, но только для 32-разрядной системы. Если у вас 32-разрядная система, то выбирайте этот файл. Я выбираю 64-разрядный. Нажимаю Next. Файл скачался. Давайте откроем папку загрузки и запустим его установку. Нажимаем кнопку «Да». Здесь принимаем условия лицензии. Установка завершена. Теперь нужно обязательно перезагрузить компьютер. Сначала закроем все окна. Программу тоже я закрою. И нажимаю «Перезагрузить сейчас». Теперь после перезагрузки открываем папку загрузки, запускаем Rufus. Нажимаем кнопку со стрелочкой, выбираем «Скачать», нажимаем «Скачать». После установки этого обновления скрипт заработал. Получилось долго, но я постарался рассмотреть все по шагам, и это не случайно. Очень многие пользователи не могут установить Windows, потому что камень преткновения для них – это загрузка с флешки и выбор ее в BIOS или boot меню. В рассмотренном способе мы обходим это, и это очень простой способ установки. Думаю, вы убедились в этом. А программа EasyBCD умеет еще много интересного. Если вы хотите узнать больше об этом и не только, поддержите это видео своими лайками и комментами, и в одном из следующих видео продолжим. Чтобы не пропустить эти новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.